Привет всем! Сегодня у нас спа для лебедей. Мы заглянем на Карибские острова, посмотрим, как там организовано спа. У нас будет постельная сцена с Анфисой. И вообще обширная программа, как и всегда. Итак, это у нас Австрия, Каринтия, озеро Осьяхерзее. И зима. Лед. Озеро все еще замерзшее. С утра выхожу, никого нет. Но тем не менее я готовлюсь. Я должен пробить прорубь, насыпать корм и разгадать следы. Так, судя по следам, ночью приходил Вилечкин друг. Вот. И мы его проследим. И вот тут следы заканчиваются на пирсе. Это следы черного кота, который ходит в гости к нашим котикам. Первыми приходят утки. Для уток насыпаю на льду возле пирса. Они с неба летят, с воздуха засекли корм. Вот сейчас я его показываю. Здесь он в левом нижнем углу будет, вот там корм. Но пока я стою на пирсе, они подойти не решаются. Я как порядочный человек отхожу, продолжаю снимать. И вот каждый шаг, который я делаю назад, утки делают вперед. А чуть позже прибыли лебеди. Видите, тут прорубь, которую я им пробил. И они прикидывают программу. Они уже перекусили и думают, а не искупаться ли нам, не почиститься ли нам. Первый в воду отправился голубь. Это пара голубь и голубка, такие у них имена. И у них 6 уже взрослых детишек, которых мы видели в самом начале. Но детишки на спа-процедуры не ходят. Они предпочитают летать, у них дело молодое. А вот папа с мамой любят понежиться в воде. Тут же им достать до корма недалеко. Все вместе. А голубка думала, потом говорит, а давай-ка мы с мужем ванну вместе примем. Вот они помещаются. Я специально сделал так, чтобы вдвоем помещались. У них семья. Им можно. Полный кайф. Я не знаю, лебедь уникальная птица, просто выносливость, такая неприхотливость просто поражают. То есть вода это лед, вода нулевой температуры практически. Они нежатся, вон голову опускают. Да. Ладно, мы с вами слетаем на Карибские острова, на один веселый остров и посмотрим, как же там организовано спа. Сравним с тем, как я его организовал, и вы убедитесь, что я организовал лучше, чем на каких-то там Карибах. Это говорит тоска по путешествиям. В этом году мы, конечно, никуда не ездим, сидим дома. Но лебеди только довольны, что мы сидим дома. Посмотрите на канале есть видео, они отлетали на неделю. Вот это семейство на неделю куда-то улетало. Потом вернулись. И сейчас ходят каждый день, регулярно. Детишки обычно прибывают так ближе к обеду. Прибывают, перекусывают и улетают дальше. А папа с мамой, они тусуются, в общем-то, у пирса целый день. Почти от рассвета до заката. Они искупались, потом чистятся, да, надо перышки там смазать. Это уже голубь вышел на сушу, а голубка в воде. И вот смотрите, это мы на Карибах. Славный остров Доминика приглашает нас на Bubble Beach Spa. Пляж Bubble Beach, где организовано спа. Вот видите, проход на Bubble Beach. Вот это инфраструктура, это кабинка для переодевания пляжа Bubble Beach. Вот эта скамеечка, инфраструктура. Тут можно посидеть, отдохнуть после процедур. А вот сами процедуры. Bubble Beach Spa, остров Доминика, Карибы. Вот так. Вот тамошняя голубка.
Ну, как видите, условия у меня гораздо приличнее, чем на знаменитом Bubble Beach. А нас, когда возили на эту экскурсию, сказали, сейчас мы с вами увидим всемирно известный пляж Bubble Beach Spa. А сейчас постельная сцена с Анфисой. Приготовьтесь. Она на фоне огней большого города. Там вдали за озером огни села Штайндорф. Целые 2000 жителей. А Анфиса лежит, привалившись к моей ноге, и умывается. А ладно, давайте вернемся к лебедям. Посмотрим, как у них дела. Лед такой суровый, по нему можно ходить. Я бы, конечно, не рекомендовал, но в принципе... Вот смотрите, это я стою, жду у озера погоды. Вот каждый день выхожу, стою и жду, когда же погода будет. А ее все нет и нет. Но это все не смущает голубя-голубку. Вот голубка как села в воду, так и не выходила. Вот голубь посидел, вышел на берег, стал, так сказать, почистился и вот сидит. А она в воде. Ей по кайфу. А у нас самый большой минус был вот минус 13 ночью. Несколько ночей было минус 13. Они как раз улетали на это время. Но другая пара, Маша и Максим, про них тоже есть видео на канале, они в это время ходили к нам. То есть вот минус 13 выдерживают ночью. Вот говорят, какой-то домик им построить. Без отопления смысла это не имеет абсолютно никакого, потому что ветра у нас нет. У нас абсолютно безветренно на озере. Какой-то домик защищает от ветра. Вот. А так, ну и что их заставит зайти в этот домик, интересно? Ну вот это нашествие клонов. Им приходится не плавать, а ходить по льду. Это им не очень нравится, неуклюже. Но это днем прилетают они, детишки. А вот это приехала фирма Ochsner. Дело в том, что у нас была небольшая проблема с отоплением. Мы ее устранили. Ну, просто там наверху теплообменник немножко заледенел. Но по случаю я позвонил в фирму и попросил провести техническое обслуживание. У нас горячая вода – это тепловой насос, воздух, вода. И отопление тоже тепловой насос. У нас 2 тепловых насоса. Производство вот как раз фирмы Ochsner. Вот. Их положено раз в 2 года обслуживать. У нас как раз осенью должно было быть обслуживание, но там коронавирус, не до того было. А сейчас, вот после инцидента, когда у нас что-то случилось, я решил все-таки, пусть приедут, посмотрят, покрутят свои гайки. Они приехали, попросили их 3 часа не беспокоить. А вот через 3 часа сказали, что все окей, все сделано. Звоните через 2 года. А счет мы вам пришлем потом по интернету, по мейлу. Вот. Ну, я освободился. Они приехали в 8 утра. Туманное утро. Ой. Лебеди у нас в своей позиции. Вот как я их оставлял, так они и продолжают лежать. В общем-то, я хотел вам показать еще одно лето. Воспоминания про лето просто хочется. Честно говоря, зима не то чтобы она какая-то длинная была. В общем-то, это все только в январе, недели 3 каких-то не очень комфортных. Но все равно уже очень-очень-очень надоело и хочется лета. И сейчас я вам лето покажу. Тот же самый участок, то же самое озеро, те же самые виды, только летом. На канале есть ролик про гортензии, про обрезку гортензии. Вообще про... Вот. Посмотрите, кто не видел. А вообще, конечно, картинка из Каринтии, вот с озер. Уезжать летом, в период с середины апреля и до конца октября, куда-то уезжать, абсолютно абсурд. Мы перестали ездить куда-то на море вообще. То есть мы просто все время конца весны и до середины осени мы просто находимся здесь. По комфорту, здесь купание, пожалуйста, озеро 26-28 градусов. При этом гладь, никакого ветра. То есть комфорт купания просто непередаваемый.
Я катаюсь на серфинге с электроприводом. Ну, тоже еще одно развлечение. И, в общем-то, Ирина занимается садом. У нее это очень неплохо получается. Котики довольны, конечно, абсолютно. Лебеди счастливы. Лето, лето. А мы соскучились, и нам тебя не хватает. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!